Извините. Привет, друзья! Привет! С вами Макс и Юля. И сегодня я бы хотел немножко расспросить Юлю о том, как она приехала во время карантина в Питер. Потому что вы знаете, что Москва сейчас, она, как это сказать? Очаг эпидемии. Да, это очаг эпидемии, это Корона-ленд, Корона-сити, не знаю, корона все на свете. Но Юле удалось оттуда сбежать, да? Уехать, да. Вот. И, Юля, первый вопрос. Как так? Я думал, что если Москва закрыта, если там карантин, то люди не должны оттуда спокойно выезжать и въезжать в Москву. Ну, на самом деле, я тоже так думала, А, но выяснилось, что пропускной режим действует на территории Москвы и Московской области. То мгм. есть для того, чтобы доехать, предположим, из одного района Москвы в другой, тебе нужен пропуск. Так. А для того, чтобы уехать из Москвы, тебе нужен пропуск до вокзала, Ага. билет на поезд, и Так. все, до свидания. То есть получается, что гораздо сложнее перемещаться в Москве, чем просто уехать из Москвы, Это да? правда, да. Из Москвы уехать проще, чем доехать, предположим, с юга Москвы на север Москвы. Мгм. Понятно. Скажи, ты приехала на вокзал, и там были какие-то специальные проверки, досмотр какой-то, тебе мерили температуру? Мне мерили температуру уже в поезде. Ага. В поезде, когда мы сели в поезд, и поезд уже тронулся, прошел проводник, Мгм. и каждому бесконтактно, да, вот через запястье померил температурку, да. Мгм. А на вокзале никаких досмотров дополнительных не было. Мгм. Единственное, что для того, чтобы войти на вокзал, как Мгм. и в любое помещение в Москве, тебе нужна маска и перчатки. Ага, то есть маска и перчатки. Ну, здесь у нас тоже в Питере тоже ты не можешь зайти в магазин или там не знаю, в аптеку, в любое место без маски. Насчет перчаток у нас как бы так, то есть без Мгм. перчаток можно. Вообще нельзя, но если очень хочется, То то можно. можно. Да. Вот, а в Москве все строго, да, с этим? В Москве строго, потому что в магазинах кассиров штрафуют, если они обслуживают людей без масок и перчаток. Мгм. И, соответственно, чтобы не попасть на эту проверку, которая возможна, сейчас, в принципе, не пускают в магазины без этого. Ясно. То есть в магазин ты не можешь в Москве зайти в магазин без перчаток и без маски, Ну, да? возможно, есть какие-то исключения Ага. где-то, Ну, но, как обычно. но в целом, да, в целом за Ага. этим следят, потому что штрафуют. Мгм. А с покупкой билетов не возникало никаких сложностей? Ты знаешь, мне кажется, никогда так просто не было купить билет на поезд в мае в Питер, Ага. как сейчас. Дело в том, что в мае, да, в Питере белые ночи, Мгм. и поэтому обычно на субботу, на воскресенье очень сложно купить билеты, Мгм. и на быстрый поезд, на Сапсан, они стоят очень дорого. Ты ехала быстрым поездом, Я да? ехала быстрым поездом, да, 4 часа всего. 4 часа. Мгм. Да, это прикольно. Но сейчас, поскольку очень сильно упали продажи, Мгм. поездов очень много, Мгм. и они стоят очень дешево. Дешево, да? По минимальным тарифам, да. Прикольно. То есть сейчас самое время, чтобы путешествовать. В разгар пандемии, да. Да. И еще интересно, что в поезде теперь не продают билеты на соседние места. То есть в 2 раза меньше билетов, потому что, ну, если ты сидишь с кем-то рядом, ты не соблюдаешь дистанцию 1,5 метра. Ага, то есть, получается, ты сидишь, и вот здесь и здесь не может быть никаких людей, Нет, да? только вот один человек, ну, условно говоря, вот если у нас ряд 4 кресла через проход, то будет 2 человека только То сидеть. есть, один человек, пустое место, один человек, пустое место. Да. Юль, а какая-то есть разница между вот карантином там, в Москве, и карантином здесь, в Питере? Ну, мне показалось, что есть, потому что в Москве сейчас люди, конечно, тоже уже меньше соблюдают все меры, но поскольку, опять-таки, для того, чтобы куда-то ехать, тебе нужен пропуск, да, то есть погулять, наверное, выходит большое количество людей, но все гуляют локально в своих районах. А тут же нет пропусков. И поэтому для меня большим удивлением было, помнишь, когда мы поехали с тобой на Ладожское озеро, там было очень много людей, там были целые компании, которые приехали погулять, не знаю, пожарить шашлык, посидеть вместе.
Я не думаю, что в Москве сейчас настолько сильно это распространено, потому что это нужно каждому сделать пропуск, чтобы доехать до там какого-нибудь леса, например. То есть люди расслабились. Здесь, в Питере, люди такие более расслабленные, потому что нет такого жесткого карантина. И действительно, мы недавно ездили на Ладожское озеро, это здесь совсем рядом, и мы просто удивились, потому что там почти нет людей в масках, там огромное озеро, и не видно другого берега озера, то есть это как море, вот, прекрасная погода, солнце, и люди такие ходят, гуляют, вообще никого в масках не было, да и мы тоже были без масок. Это правда. Да, вот, и поэтому мы очень удивились. Кстати, а сколько ты планируешь здесь пробыть? Это сильно зависит от того, как ситуация будет развиваться в Москве, потому что я сейчас работаю на удаленке, и пока что меры, введенные в Москве, они до воскресенья, до 31 мая. Как будет с 1 июня, пока никто не сказал. То есть, может быть, мы выйдем в офис, и мне придется уехать 31-го, а может быть, нам продлят еще там на неделю удаленную работу, например, тогда я могу работать отсюда. Классно, то есть мне гораздо выгоднее, чтобы карантин в Москве был немножко подольше. Вот из-за кого карантин сейчас продлят. Да. Пожалуйста, Сергей Собянин, продли еще чуть-чуть карантин в Москве. Ладно, а какие у нас планы, что мы здесь будем делать в Питере? Ну, мы уже погуляли по озерам рядом, это очень красиво. Я первый раз в жизни покаталась на мотоцикле. Точно. Макс повозил меня на мотоцикле, и это был очень интересный опыт, потому что до этого я никогда в своей жизни не сидела на мотоцикле. Тебе было страшно? Вначале у меня была паника, ужас. Но минут через 20 мне дико понравилось, и я хочу еще, когда мы поедем на мотоцикле. Ну, я думаю, что на днях мы обязательно съездим еще куда-нибудь. А чё, куда бы ты хотела съездить в Питере? Где ты еще не была? В Питере я бы хотела съездить посмотреть развод мостов. Потому что сейчас белые ночи. Да, в Питере сейчас белые ночи. И развод мостов, я, конечно, его видела, но это было 5 лет назад, и мне было бы очень интересно сейчас в белые ночи съездить и посмотреть на развод мостов. На развод мостов. Это правда очень красиво, в Питере разводят мосты, чтобы корабли могли пройти по Неве. И это одна из фишек, из таких достопримечательностей этого города, поэтому это очень интересно, особенно во время белых ночей, потому что белая ночь, светло, и разводят мосты, но это очень красиво. Еще мы планируем съездить в город, который называется... Кронштадт. Кронштадт, да. Кронштадт — это город, который находится на Финском заливе. Вот, Финский залив, и там есть такой маленький остров. Он называется остров Котлин. И на этом острове находится город Кронштадт. Это старая-старая-старая крепость. Была она основана еще Петром Первым. И там очень интересно, потому что дорога на этот остров лежит через Финский залив, ты едешь, тут огромное просто пространство воды, тут вода, и ты едешь по узкой дороге. Очень красиво. Я очень жду, потому что я там никогда не была, и мне кажется, из этого описания, что это просто потрясающе. Это прикольно. Немножко магии. Да, еще мы хотим съездить на рыбалку с Юлей, потому что Юля... Никогда в жизни не была на рыбалке. Да, Юля никогда не была на рыбалке. Не планировала. Да, напишите мне, вы когда-нибудь были на рыбалке? Есть ли среди вас люди, которые никогда не были на рыбалке? Вот, да, это удочка, Юля, это удочка. Видишь, какая? Тебе нравится? Красивая? Очень. Ты знаешь, как ей пользоваться? Нет. Нет? Ну, я тебя научу. Короче, мы еще решили поехать на рыбалку. Вот, и вообще у нас в Питере сейчас просто аномально теплая погода. Ну, реально 20 градусов. Вот сейчас 20 градусов. Для Москвы это нормально, для Питера это прям супер погода. Уже неделю нет дождя. Это очень круто. Яркое солнце, голубое небо, это очень красиво и, очень неожиданно. Да, если бы не эта пандемия, если бы не коронавирус, я думаю, что мы бы сейчас просто поехали бы куда-нибудь подальше. Кстати, а может быть сейчас реально карантин снимут, и мы с тобой еще куда-нибудь мотанем, в Карелию, например. Что ты об этом думаешь? Я всегда за куда-нибудь мотануть. Вот. Может быть, мы с Юлей еще успеем куда-нибудь мотануть.
В общем, вот, друзья, я безумно, конечно, рад, что Юля приехала. Я тоже очень рада. Вот, что мы наконец-то сможем побыть немножко вместе и покататься здесь на машине, на мотоцикле, посмотреть природу. Конечно, записать для вас видео из Питера во время развода мостов, во время белых ночей. Я думаю, что вам понравится. Да, потому что это очень красиво. Я красиво, очень жду, друзья. когда мы поедем. Мгм. Так что все, следите за этим каналом. Я думаю, что я еще скоро сделаю лайв-шоу, потому что я подключил себе интернет. Я даже вам его покажу. Сейчас я вам покажу интернет. Интернет находится вот там. Вот он. Это интернет. Теперь я могу как человек пользоваться интернетом. Мне не нужно постоянно прыгать вокруг моего мобильного телефона. Ну все, пока-пока. Пока-пока! Отлично. Спасибо, Петр.